В начале 90-х производитель апельсинового сока Del Oro, группа Del Oro, приобрел землю в Коста-Рике на границе с национальным парком Гуанакасти. К 1995 году апельсины выросли, и компании пришлось задуматься о том, как утилизировать отходы. Del Oro собирались построить установку по переработке корок и мякоти в корм для скота, на это ушли бы миллионы долларов. Тогда экологи из Пенсильванского университета Даниэль Янсен, Дэниел Джензен и Винни Халвакс, Винни Халачс предложили Del Oro выгодную сделку. Производитель отдает парку кусочек лесистой земли, а в обмен на это получает право бесплатно утилизировать биологические отходы в специально отведенных местах. Таким образом, ученые пытались улучшить состояние почвы, которая в результате чрезмерного выпаса и обработки огнем стала неплодородной. Del Oro подписала контракт и отгрузила 12 тысяч тонн апельсиновых корок и мякоти. Но спустя год компания Tikafruit, конкурент Del Oro, подала в суд, заявляя, что производитель загрязняет парк. После череды разбирательств проект закрыли и о свалке отходов забыли. В 2013 году Янсен и его коллеги решили вернуться на место и посмотреть, как изменилась почва за 16 лет. Все настолько заросло деревьями и ползучими растениями, что я едва мог разглядеть 7-футовый, чуть больше 2 метров, указатель с яркой желтой надписью, находившийся всего в нескольких футах от дороги, рассказывает член научной группы Тимоти Трюер. На соседних полях я шел по камням и мертвой траве. Но здесь мне приходилось продираться через подлесок и прорубать путь сквозь ползучие растения, добавляет его коллега Джонатан Чой. Чтобы понять, как изменилась почва, ученые сравнили два набора проб. Несколько образцов еще в 2000 году взяла Лора Шенкс из Биллойд колледж. Эти данные ранее не были опубликованы, другие получили в 2014. Исследователи также оценили состояние растительности, разделив участок параллельными линиями, они измерили диаметр деревьев, определили их видовую принадлежность и расставили на них метки. Для сравнения, такие же измерения провели на участке по другую сторону дороги там, где апельсиновых корок никогда не было. Анализ показал, что на месте скопления отходов выросло на 176% больше биомассы, чем на соседнем поле. Видовое разнообразие деревьев там было выше, а почва богаче. Источниками множества экологических проблем становятся корпорации, которые, справедливости ради, производят то, что нужно людям. Комментирует Дэвид Уиллов, один из авторов работы. Но огромное количество этих проблем можно было бы сгладить, если бы частный сектор и специалисты по проблемам окружающей среды работали вместе. Я уверен, что мы найдем возможность использовать остатки промышленного производства для того, чтобы вернуть тропические леса. Это переработка в лучшем ее проявлении. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.